Наталья Влащенко, «Люди». Hard Talk. Извините, Аня, у вас трудно выговариваемая фамилия. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Гимнасты действительно, вот мы с вами говорили до эфира об этом, гимнасты принесли больше всех медалей, да, Федерации гимнастики, и это чертовски приятно. Но вот мы обсуждали недавно, не так давно у нас был в гостях и глава комитета палатный Артур, и министр спорта. Все они в один голос утверждают, что спортсмены не были обижены, что действительно очень быстро были переведены призовые за золотые, за серебряные, за бронзовые медали. Не поняла, правда, почему паралимпийцев в 3 раза меньше. Но Я это тоже такое. да, не понимаю. Да, но сказали, что со следующего года уже будет вроде все нормально. А вообще, в принципе, чувствуете ли вы себя такими обласканными государством? Потому что это же не первая ваша победа. Нет, победа не первая, но было безумно приятно, действительно, что по приезду домой после Олимпиады в Рио буквально в течение недели перечислили все призовые государства. Честно, неожиданно. То есть мы думали, в течение года поступят деньги, ну так как все равно в стране не самое лучшее положение. Но мы вознаграждение получили сразу. За это огромная благодарность нашему государству. А все, что касается каких-то призовых, да, от государства мне за всю мою спортивную карьеру, то есть квартиры, машины, к сожалению, я этого ничего не получила от страны. Хотелось бы немножко больше, мягко сказано, немножко больше внимания, чтобы уделяли спорту в нашей стране, чтобы спорт был таким культом в нашей стране, потому что мы общаемся с другими спортсменами. И я понимаю, что если бы я выступала за любую другую страну, например, Азербайджан, либо другие страны, я бы уже имела как минимум квартиру, дачу, и еще одну дачу на берегу моря и так далее. Ну, то есть у нас, конечно, в этом плане ситуация несколько другая, но я всегда работала, скажем так, не за призовые, не за какие-то машины, квартиры. Для меня всегда в первую очередь был важен результат. Я хотела поднимать наш флаг страны, сейчас он называется патриотизм в последнее время. Но у меня это действительно присутствовало с детства, и вот я хотела, вот, чтобы на меня смотрели все по телевизору, и вот поднимался флаг в мою честь, в честь нашей державы. Для меня вот это было всегда в приоритете. Вы же крымчанка, да, насколько я помню, да? И это, конечно, болезненный вопрос, потому что очень многие крымские спортсмены, я знаю, остались, перешли просто в российские сборные работать. Вот недавно в Нью-Йорке был чемпионат по шахматам, и наш бывший чемпион теперь играет за сборную России, он тоже из Крыма, из Симферополя. А вообще, вот все эти вещи, да, я знаю, что даже на этой Олимпиаде были какие-то скандалы, обиженные там писали какие-то журналисты на эту тему, что ваш коллега, тоже гимнаст, Олег Верняев, он там сфотографировался с российскими спортсменами, там с какими-то, если мне память не изменяет, не хочу быть неточной, там какие-то российские флажки присутствовали, что-то такое, или российские какие-то символы, я уже сейчас не помню. А как вы вообще относитесь к таким вещам? Вы считаете, что отношения стран, отношения людей – это разные вещи? Или все-таки для вас что-то имеет значение? И вот как? Тем более, что ваши родители в Крыму остались. Да, да. Ну вот. Да, мама с папой у меня до сих пор проживают в Крыму. Для меня это, да, такой немножко болезненный момент. Как говорят, спорт вне политики. Но именно вот эта Олимпиада в Рио-де-Жанейро, она показала, да, что всегда, как раз по-моему, таки... спорт шел, даже еще там в советские времена и даже в прошлом веке спорт шел рука об руку с политикой, потому что это как бы инструментарий для страны был. К сожалению, да, потому что иначе бы в художественной гимнастике, в индивидуальной программе на втором месте бы не стояла гимнастка, которая допустила 2 грубейшие ошибки. Это гимнастка из России с 2 потерями предмета. Ну, это практически невозможно, как минимум. Я с чистым исполнением все равно стою за ней. Понятное дело, политика играет большую роль. Для меня поступок, допустим, Олега Верняева, то, что он сфотографировался, да, с российскими спортсменами,
Но он пытался показать, что все равно у нас дружеские отношения и с тренерами из России, и со спортсменами из России. Мы все равно крутимся в одной кухне и доказываем, мы на ковре, они на своих снарядах, кто кого сильнее, кто кого лучше. То есть у нас нет такой вражды в общении. То есть мы все равно поздравляем друг друга. Выступать в сборной России. Это всегда только вопрос денег и условий? Я думаю, что да. Это вопрос номер один, потому что мне тоже когда-то предлагали, так как я гражданка Крыма, да, и, понятное дело, мне предлагали, но, опять же, повторюсь, что я даже не рассматривала этот вопрос, потому что я всегда тренировалась не ради каких-то условий, денег, еще какого-то дальнейшего будущего, да, я тренировалась сугубо для результата. Но я не осуждаю, я понимаю тех людей, которые сделали свой выбор в сторону, допустим, России, да, переехали, многие друзья мои, спортсмены, и крымчане переехали в Россию. Счастливы ли они, я не знаю на данный момент, но я понимаю, почему они так поступили. Там условия, там для спортсменов делается абсолютно все. Вот что касается там, политической составляющей спорта, и не только политической, ведь многие виды спорта, гимнастику в том числе, на не исключение, всеми сопровождают какие-то коррупционные скандалы постоянно. С одной стороны коррупционные, с другой допинговые, с третьей еще какие-то. Вот если говорить, там, несколько лет назад опять был скандал, вот я помню, что одна из ваших тренеров была тоже там замешана в нем, Ирина Дерюгина, она, конечно, стойко все это перенесла, выдержала. Снова это конфликты с российской сборной всегда почему-то. Почему? Потому что это, ну, как бы извечные наши соперники, хотя есть же и другие сильные сборные. И каким образом вообще, как вот эта коррупционная составляющая работает в гимнастике? Кто дает, кому дает, за что дает и так далее? Почему именно эти две федерации всегда враждуют? Для меня это тоже всегда была загадкой, потому что действительно есть множество сборных очень сильных, и Белоруссия, ну, в основном это все равно страны СНГ, Израиль, Азербайджан. Но вот именно идет война между Россией и Украиной испокон веков, потому что это действительно сильнейшие школы, сильнейшие. И мнения расходятся, кто лучше. То есть со времен еще до Кабаевой, до Бессоновой, еще во времена, когда были СССР, уже тогда начиналась эта вражда, потому что Ирина Александровна Винер поднималась, скажем так, тогда только делала первые свои шаги в гимнастике, а наша Альбина Николаевна Дерюгина, она уже была мэтром уже на тот момент в гимнастике. То есть, и, в принципе, с этого времени все и начиналось. Сильнейшие школы, сильнейшие женщины руководят и в России, и в Украине гимнастикой. Поэтому, наверное, и происходят конфликты, скандалы. Как происходят коррупционные моменты, я, честно говоря, не знаю, никогда не вникала. Вы же внутри системы, вы там что-то слышали. Не верю слухам, скажу честно. Пока сама не увижу, не поверю этому. Был несколько лет назад, я помню, скандал с какими-то шубами, которые там россияне дарили ну, членам жюри и так далее. Ну, там еще ряд каких-то скандалов было. Ну, то есть эта составляющая все равно есть. Мне не хочется в это верить, скажем так, что это вообще присутствует. Но я на своем опыте уже 17 лет в спорте, и я понимаю, что да, это присутствует. Как бы для меня это не